Здравствуйте! Сегодня мы начинаем разбор грамматики третьего урока Мина но Нихонго первой части. Итак, первая тема. Коко, соко и асоко. Что это такое? Это указательное местоимение, которое указывает на место. На русский язык переводится коко здесь, тут, то есть это место, которое находится непосредственно возле вас. Соко переводится там, оно указывает на место, которое находится возле вашего собеседника. И асоко вон там, оно указывает либо на объект, либо на место, которое находится одинаково удаленно от вас обоих. В прошлом уроке вы изучали аре, коре, соре. В том случае мы указывали на предмет. То есть мы говорили о коре, аре и соре как указательных местоимений, которые указывают на предмет. В данном случае коко, соко и асоко являются их аналогами с той лишь разницей, что они указывают не на предмет, а указывают на место. Как вы понимаете, в предложении коре, соре и аре в прошлой теме были главными в предложениях. В данном случае на сегодня коко, соко и асоко являются также главными героями предложения, и они выделяются частицей ва. Помимо слов коко, соко и асоко вы также видели новые слова, такие как кочера, сочера, ачера. Это также указательные местоимения, но они указывают на направление. Они могут также заменяться вместо коко, соко и асоко при указании на находящееся перед глазами собеседника место. В данном случае они являются более вежливыми эквивалентами коко, соко и асоко. На русский язык переводится кочера здесь или сюда, то есть на место, которое находится возле вас, сочера там или туда, то есть на направление, которое находится в стороне вашего собеседника, а чера вон там, вон туда, то есть на место или объект, который одинаково находится от вас обоих, но отвечающий на этот вопрос вам указывает его направление. Давайте рассмотрим примеры. Например, здесь университет. Утвердительное предложение. Коко ва дайгаку дес. Коко ва дайгаку дес. Или, например, вон там регистратура. Асоко ва укецке десу ка? Асоко ва укецке десу ка? Асоко ва укецке десу ка? Или, например, здесь или там возле вашего собеседника не столовая. Или соко ва щокудо джаримасен. Соко ва щокудо джаримасен. Как вы понимаете, мы также можем шире использовать эти слова, используя те грамматические конструкции, которые изучили в первых уроках. Например, давайте сделаем на примере университета. Здесь университет. Коко ва дайгаку десу. Мы также можем сказать, здесь не университет, отрицательная форма. Коко ва дайгаку джаримасен. Мы также можем сказать, здесь тоже университет. Кокомо дайгаку десу. Кокомо дайгаку десу. Или можем тоже сказать, здесь тоже не университет.
Коко мо дайгаку джаримасен. Коко мо дайгаку джаримасен. Мы научились создавать предложения в утвердительной или отрицательной форме. Но как нам задавать вопросы, используя эти слова? И тут у нас есть два варианта. Один. Если мы ищем какое-то конкретное место или конкретную локацию, башо, токуро, или какое-то конкретное здание, которое мы знаем, как называется, мы используем следующее вопросительное слово, как доко. Где? Для этого мы в первую часть предложения ставим название места, отделяем частицы ва и добавляем вопросительную часть доко десу ка. Например, извините, зал заседаний где? Вас может спросить, да? Сумимасен, кайгишитсу ва доко десу ка? Сумимасен, кайгишитсу ва доко десу ка? Ответов может быть несколько вариантов. Один. Асоко дес. Вон там. Человек покажет вам рукой. Или, если он знает, на каком конкретном этаже находится этот зал заседаний, он вам просто скажет название этажа. Например, второй этаж. Никай дес. Никай дес. Или, например, на улице вы спрашиваете у постороннего человека, где находится Мидори банк. Сумимасен, Мидори гинко ва доко десу ка? Сумимасен, Мидори гинко ва доко десу ка? Извините, Мидори банк где? Вам могут просто указать направление асоко десу. Асоко вон там. У нас также может возникнуть ситуация, когда мы можем оказаться в неизвестной местности, и мы не знаем, что находится вокруг нас. Все, что мы можем делать, это указывать в то направление рукой или головой и спрашивать посторонних людей. Как строить в этом случае нам вопрос? Например, там что такое? Асоко ва нан десу ка? В этом случае вопросительным словом является «что?». Если бы мы уточняли, что за место, например, башо, мы бы задали вопрос «нанно башо десу ка?». Или, допустим, если мы знаем, что там какое-то здание, но мы не знаем, что это за здание, мы бы спросили «нанно татемоно десу ка?». Асоко ва нанно татемоно десу ка? Итак, в данном случае вопросительной частью является слово «что» – «нан». А асоко является просто указанием места. Посмотрим еще варианты. Итак, на вопрос асоко ва нан десу ка нам могут, допустим, ответить банк гинко десу. Или, например, мы зашли в помещение, и мы не знаем, что в нем находится. Кафешка, библиотека или магазин. И мы спрашиваем, здесь что такое? Соко ва нан десу ка? Нам могут ответить, например, ресторан. Ресторан десу. Следующее. Конструкция существительное ва плюс место дес. Прежде всего, эта модель, она позволяет нам передавать информацию, где расположено не только место, но и где может находиться какой-либо предмет или, допустим, человек. То есть, подставляя под существительное и указывая определенное место, мы уже формируем несколько вариантов и разнообразия своих речевых оборотов. Например, туалет вон там. Toire wa asoko desu. Мы также можем сказать автомобильная стоянка, первый этаж.
Чушаджо ва иккай десу. Чушаджо ва иккай десу. Мы также можем спросить у человека, где он находится, самым коротким вариантом. Например, мы знаем его фамилию, зовут его Ямада-сан или какая-либо другая фамилия. Мы задаем вопрос: Ямада-сан ва доко десу ка? В ответе может быть Ямада-сан ва джимушё десу. Ямада-сан ва джимушё десу. То есть он в офисе. Просто, коротко и лаконично. Офис. Следующая тема, третья. В начале урока мы разбирали о том, что есть коко, соко и асако. Также есть уважительные формы, которые указывают на направление, такие как кочира, сочира и ачира. Как и коко, соко и асако имеют свое отдельное вопросительное слово, так и кочира, сочира и ачира также имеют свое вопросительное слово. Оно называется дочера и переводится на русский язык как «в каком направлении». В каком направлении или же в какой стороне. Вопросительная конструкция строится следующим образом. Вы указываете место, выделяете его частицей ва, а после задаете вопросительную часть предложения дочера десу ка. Место, допустим, университет. Дайгаку ва дочера десу ка. Университет в каком направлении. Или, например, туалет где? Туэре ва доко десу ка. Ответить могут вам вон там, асоко десу. Или же электротовары в какой стране находятся? Денка сейхин ва дочера десу ка. Вам могут ответить сочера десу. Туда. Или же, например, указать этаж, если они знают, на каком этаже находится этот отдел электротоваров. Как видите, второй вариант является также указательным, но он и более вежливо звучит. Или, например, твой зонт где? Аната но каса ва доко десу ка? Аната но каса ва доко десу ка? Ответить могут просто асоко десу. Вон там, асоко десу. Или же более уважительный вариант. Аната но каса ва дочера десу ка? Вам ответит ачера десу. Или, например, твоя страна где? Или из какой ты страны? Окуни ва дочера десу ка? Вы можете ответить, допустим, Франция, Францу десу. Или, например, сказать, приехал из Франции, Францу кара кимашита. Нужно для себя отметить, что когда мы отвечаем на вопросы о названии страны, компании или организации, названий, нам нужно использовать либо доко, либо дочера. Мы не используем вопросительное слово на. Следующая тема. Существительное, но существительное ва. В предыдущих двух уроках мы разбирали о том, что связующая частица «но» между двумя существительными определяет или указывает, во-первых, на принадлежность, то есть где человек работает, на владение, то есть это моя сумка и так далее. Он может указывать на идентификацию, то есть мой брат, моя мама. Он также может указывать, допустим, содержание книги, например, манга, комедийная или же музыка романтическая. Также в сегодняшнем уроке мы разберем то, что существительное, но существительное может указывать и на местоположение или источник, то есть указывать, откуда предмет
или где он был сделан. То есть, если в первой части мы вместо существительным указываем страна после «но», а после продукт этой страны, мы говорим о том, что из этой страны сделан этот продукт. Или же компания создала этот продукт. Например, немецкий телевизор. Страна Deutsche, Германия. Частица «но» и телевизор. Получается немецкий или же германский телевизор. Deutsche no Terebi. Или же китайский смартфон. Чугоку но сумахон. Чугоку но сумахон. Или, например, карта, допустим, кредитная карта банка Тинькофф. Тинькоффу гинко но када. Тинькоффу гинко но када. Или, допустим, мы носим обувь от Gucci. Gucci компания, производитель, обувь, продукт ее. Gucci no Kutsu. Gucci no Kutsu. Или, допустим, у нас телефон от Apple. Apple no Sumahon. Apple no Sumahon. Для того, чтобы задать вопрос, нам нужно использовать вопросительное слово докону. Например, это где сумка была сделана, или это чья сумка, или третий вариант, откуда эта сумка. Коно кабан ва доконо кабан desu ka? Или, например, коре ва доконо кабан desu ka? Если вы знаете ее производителя или страну производителя, вы можете, например, ответить итальянская сумка. Italiano кабан desu. Или сокращенно Italiano desu. Если ошибочно вы скажете, допустим, моя сумка watashi no кабан desu, то слушатели, возможно, подумают, что вы сами сделали эту сумку. Следующее. Давайте посмотрим на систему указательных местоимений с общими основами ко, со, а и до. Что это такое? По сути, это группа слов, указывающие на конкретные предметы, либо признаки, или количество, или выделяя что-либо из ряда подобных, такие как это, тот, такой, таков. Они всегда делятся на слова либо ближнего действия, то есть человек, предмет или место, которое может быть близко ко мне, может быть дальше, ближе к собеседнику или далеко от нас, вообще вдали. Мы также смотрели то, что эти слова могут иметь свои вопросительные слова. Например, такие как коре, соре и аре. Их вопросительное слово дарено, если мы указываем на чье это. Есть еще один вопрос, вопросительное слово как доре. Это слово, которое переводится на русский язык как которое, но чаще его используют при указании который из двух. Или, например, коно, соно, ано. Вместе с существительными они отвечают на вопросы это, тот, вон тот. И вопросительным словом является доконо, если это был вопрос о том, где была сделана та или иная вещь. Если мы задаем вопрос, допустим, какой это из группы выбрать разных предметов или группы людей, то здесь вопросительным словом является доно. Но это тема 16-го урока. Сегодня мы разобрали указательные местоимения по типу тут, там, вон там, в нейтральной вежливом варианте, как коко, соко и асака, а также в варианте направления или более вежливого стиля, используя слова такие кочера, сочера, ачера. Каждый из этих вариантов
местоимения имели свои собственные вопросительные слова. Так, доко, соко и асоко вопросительным словом было «где доко?», а в вопросах о направлении или в какой стороне мы использовали вопрос «дочера». Следующая тема – префикс «о». Мы уже эту тему разбирали во втором уроке, но я лишь немножко затрону ее. Итак, мы помним, что префикс «о» добавляется к слову, предмету или обстоятельству или к человеку, когда мы говорим в более вежливом варианте. И для этого чаще используем слова, имеющие куньоми чтение. Также есть фиксированные выражения, которые используются с префиксом «о». Допустим, «О кунива дочера деска» или «Как ваше имя?» «Онамаева нан деска» или, например, «Сколько вам лет?» «Ой куцу деска». В принципе, на сегодня мы разобрали тему, но я бы хотела еще немножко занять вашего внимания. Итак, когда мы задаем вопрос о том, что мы хотим найти либо вещь, либо место, мы учились создавать вопросы с использованием таких слов, как «доко» или «дочера». Однако, если мы уже находимся в помещении, представим, мы находимся в супермаркете, мы подходим к продавцу и спрашиваем, или же консультанту, где та или иная вещь находится. Как варианты ответов мы иногда указывали этаж. Как задать же вопрос, на каком этаже, а не где, находится та или иная вещь или тот или иное дело? Для этого мы используем вопросительное слово как «нангай». «Нан» – что, «гай» – этаж. Например, женская одежда на каком этаже? Фучин фуку ва нангай деsu ка? Фуджин фуку ва нангай деsu ка? Или, например, ресторан на каком этаже? Ресторан ва нангай деsu ка? Ресторан ва нангай деsu ка? Для того, чтобы нам понимать, правильно ли мы поняли этаж, который нам назвал собеседник или консультант, мы должны знать, как они называются. Давайте научимся считать от 1 до 10 этажей. Итак, первый этаж – иккай, второй этаж – никай, третий этаж – сангай, четвертый этаж – Йонкай, пятый этаж – Гокай, шестой этаж – Роккай, седьмой этаж – Нанакай, восьмой этаж – Хаккай, девятый этаж – Кюкай, 10 этаж – Джуккай или Джиккай. Вопросительным словом является нангай, то есть на каком этаже. Также, когда мы учили словарь, мы увидели несколько новых слов, которые отвечают за сколько стоит. У нас может возникнуть ситуация, когда мы хотим спросить о цене. В этом случае нам помогает вопросительное слово «икура». «Икура» означает «сколько стоит». В вежливом варианте будет звучать «икура деsu ка». Мы указываем на вещь, выделяем частицей «ва» и добавляем вопросительную часть слова «икура деsu ка». Например, этот компьютер сколько стоит? «Коно пасокон ва» или «Коно компьютер ва икура деsu ка?» Нам могут сказать 20 тысяч, да? Дешевый вариант. Ниман эндес. Ниман эндес. 20 тысяч. Или, например, это вино сколько стоит?
Соно вайн ва икура десу ка? Соно вайн ва икура десу ка? Вам могут ответить, допустим, 2000 йен. Ни сен эндес. Ни сен эндес. Или вы не знаете название предмета, как правильно называется, вы указываете корева икура десу ка? Сколько это стоит? Корева икура десу ка? Также мы увидели, что есть еще несколько фразовых конструкций, которые нам помогают при совершении покупок тех или иных вещей или предметов. Например, это покажите, пожалуйста. О мисете кудасай. О мисете кудасай. Мимас – глагол, который означает смотреть или видеть. Мисете кудасай – это вежливая конструкция, связка. Пожалуйста, покажите. Нам нужно вначале поставить предмет или вещь, которую мы хотим посмотреть, и добавить о мисете кудасай. Например, вино покажите, пожалуйста. Вайн о мисете кудасай. Или это вино покажите, пожалуйста. Соно вайн о мисете кудасай. Или если мы не знаем название предмета, мы задаем вопрос, это покажите, пожалуйста. Корео мисете кудасай. Или просто покажите это. Корео мисете кудасай. Когда мы сделали выбор, и мы просим, мы хотим купить это или то, мы используем связку, конструкцию как о кудасай. То есть мы подставляем либо слово коре или название предмета или вещи, плюс о кудасай. Например, этот галстук, пожалуйста. Коно не котай онегайшимасу. Или же коно не котай о кудасай. Этот галстук, пожалуйста, дайте. Давайте рассмотрим небольшой диалог. Представим, что мы находимся в универмаге и мы хотим сделать покупку. Сумимасен. Камера урибава доко десу ка? Где отдел камеры? Нам могут ответить. Сангай десу. Мы ответим дома. Сумимасен. Коно камера о мисете кудасай. Простите, можете показать эту камеру? Продавец вам ответит. Хай дозу. Вы можете спросить, это какая камера? Или откуда эта камера? Корева чого коно камера десу ка? Вам могут ответить. Нихонно камера десу. Если вы зададите вопрос, сколько стоит икура десу ка, вам могут ответить, допустим, ее цену. Го-ман сан-зен го-хяку десу. 53 тысячи с половиной йен. Ну и если вы сделали выбор, просто заканчиваете фразу. Ладно, эту, пожалуйста. Джа корео кудасай. Джа корео кудасай. Что ж, на сегодня мы заканчиваем. Всем хорошего дня.